Вы на канале Польза.нет, и сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я буду вам рассказывать про Pixel 7 Pro, притом довольно недолго. Почему? Потому что обзор у меня на него уже был, и люди усомнились в том, что у меня рабочий аппарат, актуальная прошивка, и какого черта он у меня вырубается через 5 минут. Напоминаю, что, допустим, кондиционер у меня сейчас работает, при кондиционере он работает минут 12. Мы сейчас в онлайне с вами благополучным образом все это дело проверим. О телефоне я сейчас вам покажу. Первая — это версия прошивки, 13 Android, все цвет, блеск, красота. Вот смотрите, никаких лишних инсинуаций, действий или еще чего-то у меня не будет. Сейчас я покажу вам, что он у меня прохладненький. Я его еще несколько раз гонял, у меня он последний раз смог 11 минут в 4К 60 FPS снимать. Обратите внимание, никакого чехла нету, никакой защитной пленки нет. То есть мы на холодную сейчас в максимально комфортных условиях будем включать вот таким образом 4К 60 FPS, и вы увидите, через какое время вот этот великий и ужасный смартфон у меня, разумеется, никакой ткани, ничего, перегреется и погибнет. Все это относительно, никаких музык и всего остального включать не буду. Я думаю, большинство из вас счастливым лицом потом просто-напросто посмотрит конец ролика и узнает, через какое время вот это вот дело все перегрелось и вырубилось. И напоминаю, что, еще раз, обзор на него был, телефон мне безумно понравился своими фотовозможностями, своими видеовозможностями, но то, что они делают с камерой, опять же, кто-то допилит, кто-то не допилит, у кого-то ограничения были 5 минут, вспоминаем OnePlus, а потом их сняли с прошивками. Сегодня это максимально тротлящий процессор, и такие деньги отдавать за устройство, в которое играть не особо комфортно, никаких космических баллов в Antutu здесь нет, космический шим, и в целом сравнений на YouTube по поводу того, что лучше снимает, просто миллиард. Единственный вопрос, наверное, в том, что телефон сам по себе классный. То есть я снимал, мне понравилось, и как у него все работает, отлично. Но из минусов, допустим, почему мне все-таки проще снимать на яблоко, потому что здесь с автофокусом не так все великолепно волшебно. В среднем я вангую, что он отработает минут 11, потом вырубится. Как все это будет? Вопрос дня. Но в прошлый раз отработал 11 минут, я это дело, к сожалению, записать не успел. Ничего сложного, мне 50 тысяч раз это все дело проверить нет. Стримно отдельно на него я делать не хочу, потому что для чего? Чтобы пиксель-фаны прибежали и рассказали мне, что у меня очередной раз какой-то брак. У людей в комментариях вообще Pixel 6 и 6 Pro, которые у всех были желейными экранами, живут 8 месяцев и еще и не поцарапались. Ну, это уже какой-то сюр, такого я не верю и не бывает. Либо им какой-то инженерный образец дали. Из интересного обязательно посмотрите, был на канале у меня обзор вот этого вот Asus Zenfone 9. Он как компакт очень-очень прикольный. И обязательно посмотрите на бабушкин телефон, это Pixel. Кадром одним снимаю, ничего монтировать потом не буду, никакой музыки накладывать я не буду, может быть, что-то еще вам расскажу. Что из интересного рассказать? По тому, что я планирую делать. Я планировал, по большому счету, Pixel 7 Pro тестировать рядом с какими-нибудь флагманами, но мне не кажется, что это актуально. Напишите в комментах, кому бы интересно было, не знаю, с Asus Zenfone 9. Просто вот вы пошли как турист где-то снимать ночью, днем, без всяких этих заморочек, давайте делать кроп, давайте делать еще что-то. 99% пользователей благополучным образом что сделают с записью смартфона? Правильно, они ничего рендерить не будут, они просто ее скинут, а потом будут смотреть на телевизоре. Ну, вряд ли даже на ноутбуке. И по большому счету, либо выгружать в YouTube. Что и как из этого отработает в обычных сценариях использования, без попытки поймать там, вот здесь у меня свет, он плохо ловит, здесь шумы, еще что-то, можно в лоб. И лоб, мне кажется, будет актуальнее всего, это когда ты просто вешаешь на железяку, на такую, два крепления, вот таких, уланзы, ну или еще какие-нибудь, и бегаешь. Если брать по смартфонам, из интересного будет еще Realme K50 Gaming Edition и по большому счету Xiaomi 12T я тестирую. По пикселю, что я могу еще рассказать? Напоминаю, что тем, кому лень посмотреть обзор, вот это вот дело не имеет с собой никакого блока зарядки, то есть блок зарядки здесь подразумевается на 30 Вт, и есть возможность беспроводной зарядки. Но огромный минус в том, что 30 Вт, вы же понимаете, в мире, где идут уже 200-ваттные зарядки, ну это ни о чем, как минимум.
Плюс, разумеется, кому-то важно будет сим-карты две, но, опять же, сим-карта-то физически одна, а eSIM заводить не каждый будет. Большинство, я скажу, пользователей, разумеется, пиксельманы, наверное, прям будут заморачиваться, но многие очень не будут. Если брать девайсы, кстати, вот К10. К10 прототип чего, вы сами знаете, он ушел мне довольно долго, так же, как примерно К50 Gaming Edition. Притом Gaming Edition я тестировал, получается, 9 месяцев назад, но там был Mercedes Edition. Как они допилили, что они допилили, я вам расскажу обязательно. Из интересного по поводу Gaming Edition, пока, опять же, вы смотрите, если вы вдруг смотрите, это по большому счету Poco, и это по большому счету штука, которую можно купить за 20 тысяч. То есть, если вы будете извращаться, как и я, и долго и упорно ловить скидку, вот эта вот штука, по большому счету, будет вам минимум на 30% дешевле, чем самая низкая цена Poco. Единственное, здесь будет китайская прошивка, то есть никакой глобалки здесь на него нет, хотя люди писали, что где-то есть, я ее все равно не нашел. Минусов за такую цену у смартфона нет, рекламировать его не собираюсь, потому что, опять же, что такое китайская прошивка, это проблема с оповещениями, это проблема с, в принципе, переводом и еще много всего. Если у вас есть заряженность на то, чтобы делать все это и потом сам настраивать будете, то хорошо, если нет, то нет. Если брать Xiaomi по поводу Xiaomi 12, 12T Pro и всего остального, вот кто 12T и 12T Pro сможет отличить, тот молодец. Если брать Red по наушникам, вот Xiaomi у меня скоро будут. Анкеров 2 пары еще новых будет. И по поводу, кстати, мне в комментариях еще писали, я, разумеется, читаю все комментарии. Единственное, если вы хотите узнать от меня ответ на какой-то вопрос, вам необходимо приходить либо на стрим, либо в болталку. А в болталке чаще всего отвечают за меня люди, которые разбираются в вопросе чаще не хуже, чем я. И к вопросу о каких-то таких сложных моментах из разряда, вот у меня сегодня спрашивали, почему там ты не купишь себе через кого-нибудь Realme 10 или еще какой-то смартфон. Друзья, я не заморачиваюсь по поводу покупок. То есть, если у меня есть какие-то палки в колесах вот каких-то производителей, чтобы я не мог купить со своих аккаунтов на Алиэкспрессе, я просто иду дальше. У меня хватает девайсов для обзоров. Анкера у меня есть еще, кстати, одни. И возвращаясь к шиму. Многие написали мне, что раньше никто не обращал внимания на шим, и всем было все равно. Почему всем было все равно раньше никто не обращал внимания на шим? Я вам спойлерну. По одной простой великолепной причине. И причина эта называется, знаете какая? Простая. Мы не сидели в экранах по 50 часов в сутки. Ну, утрированно. Реально, кто сейчас, проходя по улице, либо в кафе, не видит людей, которые торчат лицом в экран? Ну, в лучшем случае 50% сидит нон-стопом. Дети тем более. Понятно, что пиксель вряд ли какой-то ребенок будет приобретать себе самостоятельно, с одной стороны. С другой стороны, может быть, кто-то его сможет им приобрести. Обычно я вот такие тесты делаю, опять же, на стримах. Если вы хотите, чтобы я стрим провел по поводу пикселя, напишите в комментариях, я постараюсь его провести. Вроде бы интернет у меня начал позволять. Смартфон первоначально, до того, как я начал писать вход и выход на него на улице, мне безумно понравился, но после того, как я написал на него вход и выход, и на входе он у меня вырубился на 4,58, опять же, у меня здесь за бортом где-то плюс 28, то есть сейчас в помещении у меня плюс 21, потому что работает кондиционер. За бортом у меня плюс 28, и в плюс 28, 25, скорее всего, там было в теньке, он вырубился через 4, получается, минуты 13 секунд. И через 4 минуты 53 секунды. Это непростительно, когда люди мне пишут, вот у кого-то он минут 20 работал, но когда ты приобретаешь, вот, допустим, я снимаю обзор на смартфон, то есть сам смартфон беру и снимаю обзор айфоном на, допустим, этот смарт. Иногда кадр реально идет не 5 минут даже, не 10 минут, а реально может быть час. Вот сейчас вы увидели, съемка остановлена, и все. И вот он, цвет, блеск, красота. Мы сейчас быстренько забегаем, пока это дело тормозит, в Antutu, чтобы вы увидели, сколько он градусов показывает. Меньше 8 минут. Еще раз повторяюсь, никакой космической какой-то штуки нет. Температура батареи 41. Что там у кого 20 минут работал? У меня он отработал 11 минут, 13 минут было, получилось. Но опять же, он был супер холодный, я подставку под него подкладывал металлическую, чтобы... Но это дичь. Вот. Пишите в комментах, нравится ли вам такой подход, он максимально топорный. Вот вам секундомер.
Один кадр, постарался вас развлекать. Огромное спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал с колоколом. Таких штук будет много, если вы захотите. Все в ваших руках.